А в этом выпуске мы отправились на прогулку в филиал богатой жизни район Пуэрто-Мадеро, а также съездили в эндуро-парк на тест-драйв внедорожных мотоциклов. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребят, салют! У нас выходной, у нас суббота. Мы решили не просиживать ее дома, выдвинуться погулять. Коля с Фаей позвали нас прогуляться в Пуэрто-Мадеро. Это один из самых дорогих районов Буэнос-Айреса, с небоскребами, с парком. Вот, поэтому мы сейчас спешим на электричку городскую и практически прям до туда и доедем. Ой, вчера компанией мы жарили мясо. Нас было, наверное, человек 20. Мы в парке, в гриль-зонах обустроились. И прям вот весь день провели на свежем воздухе. Вот, у меня уже лицо загорело, шея. Ну, в общем, да, было хорошо. Вот, вообще погода стала прям такая приятная, очень комфортная. Вот. О, смотрите, сколько народу. А сегодня компанию нам составляют Коля с Фаей. Вот. И Софа спит. В общем, да. Спящих девочек мы не снимаем. Вот. А Коля мне хорошо напомнил, что вот как раз угол, под которым сделана эта конструкция, это угол наклона девушки в танго. Вот так вот работала фантазия у создателя. На самом деле очень удобно ходить по городу с чатом GPT. Я вот сейчас спросил про вот этот фрегат. Оказалось то, что это не он расположен на купюре в 500 рублей. Вот, там фрегат Крузенштерн. Вот, а это парусник Сармьенто, в честь президента Сармьенто. И да, он тоже был расположен на банкноте, но только аргентинских песо, 50 песо в 90-х годах. Вот. А вообще они внешне, да, очень похожи, но внутри конкретно вот этого парусника сейчас музей. Короче, мы тут купили несколько типов бомбиши. Это вот трубочка вот эта для маты и термос. Теперь мы, как настоящие аргентинцы, ходим по улице и подтягиваем мате. Оп, и добавляем водички сюда. Прикольно, такая традиция. Мы сейчас идем через парк. Тут вообще устроили какую-то зону катания на роликах, обучение катанию на роликах. Вот. Ну и помимо этого также народ сидит на траве, отдыхает, общается. В общем, атмосфера очень такая приятная. И знаете, что мы заметили? Березки. Это же березки, правильно? Похоже на наши русские березки. Прикольно. В Пуэрто-Мадеро разводные мосты, и сейчас, видимо, как раз с реки заходят яхточки. Мост раздвинули, ну прям как почти как в Питере, только здесь он не вверх разводится, а отодвигается. Красиво, красиво, конечно. Назад мы также поехали на электричке, и когда уже шли к вокзалу Ретиро, я посмотрел расписание, наша электричка должна была отъезжать через 3 минуты, и мы, конечно, бежали.
Я ребенка на себя, у меня еще рюкзак сзади. И с ней вместе такой забег нормальный. Даша коляску катила. Ребят тоже полисфайт. Это тоже бегом-бегом. Ну, короче говоря, мы заскакиваем просто в поезд. И двери закрываются, и он поехал. В общем, не зря бежали. А то, конечно, могли бы пропустить. Потом полчаса ждали следующий поезд. Вот. В общем, так, в принципе, вечер и закончился. Все успели, все посмотрели, едем домой. Что, тебе понравилось? Фу, ребят, у нас сегодня необычный день. Нам Гоша предложил прокатиться за город на сходку мотоэндуро. Там будет какое-то целое шоу и плюс тест-драйв. Ну и мы же, в конце концов, теперь семья большая. Вот. У нас, помимо того, что есть ребенок, которому нужно автокресло, мы уже подготовили, мы же еще собрали с собой кучу всего разного. Сделали бутербродики, взяли термос с чаем, кучу воды, всякие гаджеты. Мне же надо вам все это поснимать. И что-то вещей уже набирается полно. Я еще записался на тест-драйв. Взял сменную одежду. В общем, как раньше, с рюкзачком уже, видимо, не получится. Вроде бы мы готовы, время 10, пора выдвигаться. Так, ну что, мы уже встретились, арендовали вот такой вот Fiat Kronos. Гоша, он пытается кресло пристегнуть. Мне кажется, да. Я сейчас попробую. Давай я тебя поснимаю. Лучший результат сейчас заснимем. Никогда в жизни не устанавливал детское кресло. И тут, конечно... пришлось повозиться. Вот. Но ничего, вроде стоит, вроде даже крепко. Тона, нравится? Просто посмотрите, какой тут уровень развязок. Теперь надо еще понять, куда ехать. Да. Короче, у меня есть... Не по-русски все. Да, у меня подсказчик есть. Мне как вообще очень пригодится эта помощь. Ну не по-русски, да. А чё, кстати, почему нет по-русски? Ну, так случилось, что мы не в России. Понятно. Правее, вот так, Норта. Ну, то, что на самом деле мы видим сейчас за окном, очень похоже на привычные глазу российские пейзажи. Вот такие же какие-то кусты, деревья, разметочка полустертая. Заправки очень похожи. Мы остановились на заправке, так, перекусить, размяться. Реально вообще один в один. Даже вот раздолбанные въезды и выезды. Вот, все то же самое. Все какое-то родное. Вот. Но опять же, это в этой части Аргентины. Это провинция Буэнос-Айрес. Понятно, что подальше отъехать, туда ближе к горам, к Андам, там вот уже другие виды. Но там мы не были. Вот. А то, что видим здесь, вполне себе. Кстати, на участке, по которому мы едем, а ехать нам 150 километров, встречаются несколько раз платные дороги. Нам один раз как-то даже фартануло, у нас, видимо, есть какой-то этот, как это называется? Телепас. Телепас. Вот, который, ну, видимо, проездной. Но один раз мы заплатили. Там что-то типа 1000 песо, да? Ну да, то есть типа 100 рублей за участок дороги. Ну, короче, все очень, очень близко. Вот. Все, нам осталось ехать буквально 13 минут. Мы в графике, мы успеваем. У нас потому что зарезервировано время для тест-драйва, и хочется не пропустить его. Так что скоро будем на месте. Так, мы приехали, тут оказалась вполне себе даже такая приличная мотоплощадка, и уже идут тест-драйвы. Вход сюда стоил 8000 песо. Тест-драйвы сами бесплатные, надо было просто записаться. Но, видимо,
защита от дурака. Это возможность поучаствовать в тест-драйве только тем, у кого есть права мотоциклетной категории. Вот, у меня грузинские. Надеюсь, сканает. Ну, по крайней мере, я их прикрепил к заявке. Народ немного, погода не жаркая. В общем, довольно... Хорошо, что выбрались. Да, хорошо, что выбрались. У нас были сомнения, потому что на сегодня обещали грозу весь день. И да, мы даже думали, ехать не ехать. Вот, но решили ехать. Но впечатления такие. Мотоцикл довольно интересный, на бездорожье управляется хорошо. 300 кубиков хватает, чтобы почувствовать такое небольшое рвение вперед. Конечно, для города, для трассы это очень мало, но для бездорожья вполне даже очень. Сама трасса довольно короткая, покатались, ну, реально очень мало. Максимум это было 2 минуты, но зато там с разворотами, со змейкой, с горкой, с 2 горками, кстати говоря. То есть, в принципе, пересеченку почувствовать можно было. Я еще хочу сейчас записаться позже на 525 кубиков. Может быть, если получится, без предварительной брони, я тогда, конечно, прокачусь, но пока не знаю. Сказали приходить через полчаса. А мы пока погуляем, посмотрим, что здесь есть. Ну, в общем-то, на этом и все. Еще раз записаться у меня не получилось, все занято, и поэтому сейчас Гоша прокатится на втором мотоцикле. Не можем двигать домой. Фу, тут ветер прям всю пыль поднял. В общем, вот, все мы посмотрели, везде прогулялись. Нормальное мероприятие, если побольше бы кататься, то да. Вот, иначе непонятно, в чем суть его. Вот. Но мне было приятно выехать вообще за город и прокатиться 150 километров в одну сторону. Вот. А само мероприятие, ну да, мне не хватило катания на мотоциклах. Да, такое. Вот. Что, готов? Летаем. Ну вот, в общем, впечатления такие. Во-первых, зона прикольная. То есть это целый эндуро-парк. Тут находятся разные представители мотокомпаний. Вот мы сейчас кого увидели, это BMW, VOG, KTM,
кого-то там еще, Скварну видели. Вот, то есть можно сюда приезжать, во-первых, на всякие тест-драйвы, во-вторых, я не знаю, что здесь с арендой и с занятиями, но может быть. Вот, по крайней мере, да, как презентационная площадка, место прикольное. Вот прям сейчас катаются ребята. Вход сюда стоит 8000 песо, но что-то, что тебе предложат за эти деньги, ну, как такового тут нету. Тот же самый тест-драйв, это устраивает компания, вот сегодня была Vogue. Ну, есть площадки. Кстати, здесь есть... Гардероб, Саш, вот за 8000 песо тебе предлагают гардероб и туалеты. Вот, и палатку можно поставить, кстати, да. Да. Вот здесь палаточная зона, и даже вроде как умывальники стоят. Можно посмотреть на вертолет, который периодически летает, и подышать свежим ветром. Аконкагуа. Вот это вот Аконкагуа. Да, вот на эту гору мы поднимались. Ну, в общем-то и все. То есть второй раз, наверное, нет, если не будет только какой-то очень интересной презентации. Но в целом не жалею, что съездили. Вот, хотя бы выбрались из Авенид и Квадр. Вот, и так, развеялись немножко. Квадро, но зеленый.